Правительство должно договориться. Не было этой Украины. Как Ее же себя никогда ведут? не было. Тихо. Объединиться духовно. В ближайшее время, я думаю, этот будет мир. Правда, я не уверен, что будет страна Украина. Есть другие дела тоже важные. Там, наверное, уже от Украины ничего не осталось. Они так себя ведут, что невозможно. Наш Путин молоток. Как считаете, возможен ли мир между нашими двумя странами когда-нибудь? В ближайшее время, я думаю, этот будет мир между нашими странами. Правда, я не уверен, что будет страна Украина, потому что они идут такими темпами к своему собственному уничтожению, что Украины там, я думаю, не будет. Будет какое-то другое государство. Народ останется, народ выберет себе и путь, и лидеров, и друзей, и враги сами придут. Когда бандеровцев перебьем, тогда будет мир. Это просто наша Россия этих, простите за выражение, хохлов просто жалеет. Если там не были жители, мирные жители, там, наверное, уже от Украины ничего не осталось бы. В данном случае нет. Нет. Что должно произойти для этого? Для чего? Для того, чтобы мир был? Чтобы не было этой Украины. Вы считаете, так должно быть? Да, Конечно. да. Они так Ее же себя никогда ведут. не было. Тихо. Они так себя ведут, что невозможно. Ну, конечно. Ну, в будущем, конечно. А как вот мы будем выстраивать с ними нормальные взаимоотношения вот после всего случившегося? Ну, опять-таки, я тут не хочу какие-то прогнозы делать. Во-первых, это все это должно закончиться, а потом должно время пройти. Закончится ли, когда ты уже смотришь и думаешь, что может и никогда, может так всю жизнь не будем жить? Время-то, оно, будущее, оно в тумане, да, но просто так смотришь на историю, да, ну, были долгие войны, но все они заканчивались. Все когда-нибудь заканчивается. Все приходит, да, и эпохи сменяются, и ничего вечного нет. Живем ли мы до новой какой-то эпохи? Потому что вот мы, например, ничего другого и не видели. Ну, вы доживете, я уже, может быть, и нет. Я думаю, что уже нет, уже поздно. Что должно произойти, чтобы какие-то хотя бы нормальные взаимоотношения мы смогли выстроить? Вот вы молодая, вам в будущем жить, вот как? Но просто я не тут живу, поэтому не могу сейчас комментировать. Вот. Ну, не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Такая красивая, уезжаете отсюда, нет? Да. Я живу в Абхазии, вот я оттуда. Вопрос на самом деле неоднозначный, потому что еще в 1994 году тот же Эдуард Лимонов говорил о спорности мира между Россией и Украиной. Я же все-таки считаю, что рано или поздно оно все переосмысливается. Естественно, мы не ставим под сомнение нынешнего правительства, потому что если происходит военная спецоперация, значит, правительству это кажется правильным. Но мир в любом случае это вряд ли будет скоро, но я надеюсь, что это хотя бы на нашем веку произойдет. И все плохое, оно не то чтобы забывается, оно переосмысливается, да. И, возможно, наступит в какой-то момент примирение, с обоих сторон понимание. И, да, вот опять же повторюсь, надеюсь, это произойдет максимально скоро. Хочу отвечать на этот вопрос. Ну, правда. Почему? Я очень после школы устал, у меня сейчас тренировка. Конечно, возможен. А когда это наступит? Не знаю, когда... Живете ли вот вы? Конечно, доживу. А что для этого должно произойти? Ну, не знаю. Например, переговоры какие-нибудь. Здравствуйте. Когда наступит мир между двумя странами, Россией и Украиной? Белоруссия. И Беларусь. Вот. Триединая Россия. Надо молиться. Молиться всем миром причем. А так ничего не будет. Долго не будет. А что должно произойти? Что должны сделать все граждане? Объединиться духовно. Мы просто позабыли, что такое человек, что его душа. Поэтому мы должны только всем миром молиться. Только так. Ну, хорошо, вопрос сложный на самом деле. Я не знаю, думаю, мир возможен между Россией и Украиной, если Украина будет в составе России, потому что, как так, уже 8 или 9 лет бомбят города с мирным населением, и люди просто устали. Никто бы не смог это терпеть, все бы разбушевались, все бы были в ярости. Не скоро.
А что произойти для этого должно? Можно я не буду отвечать на политические вопросы? Почему боитесь? По собственным убеждениям. А убеждение это из-за страха не отвечать? Какого страха? Или просто нежелание интересоваться политикой? Ну, есть другие дела, которые тоже важные. А этот вопрос серьезный. На него рассуждать не хотел бы. Россией и Украиной. Не знаю я. Даже не сомневаюсь в этом. А как думаете, что должно произойти, чтобы... Переговоры принесут результат. Другого я не вижу выхода из этого положения. Только переговоры мирные. Как думаете, возможны ли они? Надеюсь. Должно же это все когда-то закончиться. Вот именно, уже всем это надоело. Слушайте, я опаздываю на работу, мне не до политики. Я не знаю, мирно должны все поделить, спокойно поговорить. Ну, наверное, спокойный и обдуманный разговор и идти навстречу с двух сторон, то есть компромисс. Страна пока не идет к другой. Ну, я точно не знаю, я не разбираюсь в политике. Нужно, чтобы обе стороны были готовы пойти на какие-то уступки. Сложный вопрос. Ну, как считаете, что должно для этого произойти? Мир. Ну, вот для того, чтобы сама теория и возможность этого мира в будущем появилась, что должно произойти, чтобы вот все это прекратилось? Например? Слишком сложный вопрос. Не знаю, честно. Что должно для этого произойти? Не могу ответить. Во-первых, время нужно. Может и возможно, конечно, но через очень-очень большое количество времени, не раньше. Меня это не коснулось, как говорится, но все равно я их прям вот, ну никак. Возможен ли мир между Россией и Украиной в будущем хотя бы когда-то? Мир всегда возможен. Что для него нужно сделать? В первую очередь нужно создать этот мир внутри себя. Если каждый создаст мир внутри себя, тогда будет мир и снаружи. Я так считаю. Нет. А что нужно сделать, чтобы это как-то стало возможным? Вот вы молодая, вам жить здесь? Если на Украине поменяется президент, то все возможно. Вряд ли. А что произойти должно? Конечно, возможен. Что произойти для этого должно? Ну, не знаю. Вот мы как-то, как граждане России, можем повлиять на что-то, что-то изменить, что-то сделать, может быть, в себе, Нет. может быть... Я работаю для семьи, для... Не знаю, я ничего не могу сделать. Ну, так все думают, может, пока так все думают и... А вот именно так все и думают. Вы не слушайте то, что вам говорят. Именно так все и думают. Нас это не коснется. Потому что нам показывают только наш телевизор, нам не показывают их телевизор. Точно так же, как им показывают их телевизор и не показывают наш телевизор. Поэтому никто не может сопоставить. Можно, конечно. Почему нет? Украинцы все-таки вместе воевали, наш братский народ. Надо А что должно произойти, чтобы мир между двумя странами наступил? быть добрее. Кому? Ну, друг друга. А кому добрее быть? Ну, в общем, чтобы меньше не говорили там за спиной. Это надо за стол сесть, мирные переговоры. Я думаю, да. А что для этого должно произойти? Я думаю, что... Ой, вы знаете, очень тяжело сказать. Но я думаю, что должен к этому прийти украинский президент. От него зависит. А Россия как-то может повлиять на наш мир? Путин за. Ну, товарищи, я считаю, что зависит от украинского президента. Я, конечно, не политик. Я считаю, что наш Путин молоток.
Вообще-то да. А когда наступит? Понятие. И что произойти должно? Ну, не знаю, как-то правительство должно договориться между собой для начала. Слушайте, возможно. А что для этого должно произойти? От них отстанут.